Кто закончил, сдаем работу и свободны. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Родионов, если ты написала работу, Is давай this the свободен. start of something wonderful and new? Or one more that I cannot Так вы что, насовсем уезжаете? Ну да, сейчас квартиру продаем. Отцу хорошую работу предложили. Так что доучиваюсь эту четверть и все. Уже? Ну капец. Димка, стоп, я буду скучать. Нет, да. Закроем сделку, летаю куда-нибудь. Отдохну до всего-то. Все, договорились. Завтра встречаемся, давай. Вызывали, шеф? Да. Когда Сашку из школы заберешь, скажи, что поднялся. Ко мне надо поговорить. Че, двоек нахватал, что ли? Надо же иногда и воспитанием заниматься. Ну давай уже езжай. Время, деньги. Понял, еду, шеф. Добрый день, Александр Владимирович. Привет. Что, без настроения? Опять двойку схлопотали? Понял. Поехали. Привет, сын. Как дела в школе? Пойдет. Я тут подумал, у тебя какая модель телефона? Заменить не пора? На вот. Спасибо. Сын, ну скажи-ка мне, у сколько человек в классе есть последняя модель айфона? Никого. Вот именно. Ты же просто альфа-самец. С твоими деньгами уже позволить все, что захочешь. Пап, ну не все на свете можно купить за деньги. Вот интересно, ну чего такого нельзя купить? Расскажи мне недалекому. Ладно, к чему я это? Ты в последнее время хандришь что-то у меня? Давай, выкладывай, что случилось. Ты же знаешь, я за день миллионы проворачиваю. Ну, если я там печень болит, я не знаю. Так, легко оформишь. Съездишь с няней, с друзьями отдохнуть. Почти угадал, это близко к печени. Так. Ну и как же ее зовут? Ты уже пригласил ее куда-нибудь? Небось, до потолка заскачет от радости. Парень симпатичный, при деньгах. Случая подходящего не было. Устрой так, чтобы был. Из школы подвези. Ну, в столовой. Компотом угости. Слушай, тоже не проблема. Пап, ну ты ее не знаешь, она самая крутая девчонка в нашем классе.
Вокруг нее постоянно толпа подружек. Или постоянно ржут надо мной. Ну ты даешь. Неужели при тех деньгах, что я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы какая-то девчонка уделила тебе внимание? Это уже все равно бесполезно, я слишком долго откладывал. Послезавтра конец четверти, и она уезжает в другой город. Я с ним все равно не увижусь уже. Так. А айфон тебе на что? Проблему он нашел. Телефон ты у нее взял? Короче, не все так просто, пап. И никакие деньги тут не помогут. Время. Вот чего не купишь за деньги. Иначе бы богатые жили дольше остальных. Как видишь, мы такие же, как и все. Так, понятно. Как ее зовут-то? Послезавтра, значит, да? Лена А, Лена. Фамилия. Лебедева. Отчество, год рождения. Ну, год как у меня, отчество Евгеньевна вроде. Алло. Андрюш, мне номер человечка пробей. Так, Лебедева Елена Евгеньевна. 2001 год рождения. Да не до себя уймись. Давай, записываю. Ага. Все, спасибо. Давай. Ну что, сын, набирай, звони. Симка в телефон уже вставлена. Не тормози. Пап, Давай, давай, набирай. Не выйдешь отсюда, пока не позвонишь. Всему учить надо. Алло, привет. привет, это кто? Это я... ну, в смысле... Не мямли. Это Санек Родионов. Узнала? Привет. Давай, в кино пригласи. Алло. Короче, это... Завтра в кино собирался пойти. Ну, с пацанами. Чего? Тихо! Ну, они не смогут, короче. И это, ну, в общем... ты не хочешь пойти? Ну, пошли. А что за фильм? И во сколько? Да, давай, короче, я тебе смс-ка сброшу. Ну, давай, жду. Спишем. Ок, давай. Ну, пока. Пока. О, Кук. Разговоры у вас, конечно. Ладно, иди выбирай. Ромео, рад, что тебя не печи. Владимир Аристархович, можно? Войди. Где? Вы заняты? Да вот и работаю. Вы выиграли. Сергей, что вы хотели? Да я, собственно говоря, по поводу Саши. Что такое, челюсть завалил, что ли? Да нет, с оценками у Санечки все хорошо. Меня беспокоит другое. Ваш сын уже такой взрослый мальчик. В смысле? Что вы думаете о таком светлом чувстве, как любовь? Вашему сыну уже знакомо это чувство. Но мне кажется, это несчастная любовь. Все это я от него уже слышал. Я ему сказал, что мой текущий счет к его услугам. Но он начал отрицать пользу денег. Деньги, ему, говорит, не помогут. Владимир Аристархович, напрасно вы придаете такое значение деньгам. Богатство ничего не значит там, где речь идет об истинной любви. Любовь всесильна. Если бы он только признался раньше, она не смогла бы отказать нашему Сашеньке. А теперь, я боюсь, уже поздно.
У него не будет случая поговорить с ней. Завтра он идет и в кино, там и поговорят. Владимир Аристархович, кино. Как это тривиально. Посмотрят фильмы, разойдутся. Счастья не купишь за билет в кино. Все ваше богатство не сможет дать счастья нашему мальчику. Нашему? Ну, вы же знаете, Сашенька не как родной. Ну, понятно. Ну, раз от моих денег никакого толку, чего вы от меня хотите? Может быть, его нужно как-то отвлечь. Может быть, мы съездим куда-нибудь втроем. Ну, чтобы мальчик почувствовал себя как настоящая семья. Я подумаю над вашим предложением. А сейчас, извините, я занят. Не спишь? Да, так. Твой отец совершенно ничего не смыслит в любви. Но ты совсем не такой. У меня для тебя кое-что есть. Возьми его, мой бедный мальчик. Моя мать дала мне это кольцо и сказала, что оно приносит счастье в любви. Пусть оно будет с тобой завтра. Может быть, хоть тебе оно поможет. Береги его. Стой! Я кольцо потерял. Какое кольцо? Это не мое. Я уронил. Мне просто вернуть надо. Прости, ну. Все, прости, нашел. Поехали, Коль. Да твою ж ты! Извините, сейчас разберемся. Да ё... А что там такое? Походу мы тут надолго застряли. Блин, прости. Это все из-за моего дурацкого кольца.
Ну, покажи свое кольцо. На сеанс мы все равно опоздали. И фильм вы, если честно, дурацкий выбрали. Войдите. Владимир Аристархович, вы себе не представляете. Ваш сын сегодня объяснился девушке в чувствах. По дороге в кино образовалась ужасная пробка, и они 2 часа не могли сдвинуться с места и разговаривали по душам. Знаете, Владимир Аристархович, не хвастайтесь силой ваших денег. Маленькая эмблема, колечко, символизирующее собой бесконечную, бескорыстную преданность, помогло нашему Сашеньке завоевать свое счастье. Он потерял кольцо, и пока искал его, образовалась ужасная пробка. И вот пока машина стояла, Сашенька объяснился в любви и добился взаимности. Она даже страничку ВКонтакте ради него согласилась завести. Так что не хвастайтесь силой ваших денег, Владимир Аристархович. Они по сравнению с истинной любовью просто мусор. Ну ладно, я очень рад, что мой сын добился своего. Говорил же ему, что никаких денег не пожалею. Ладно, Анна Сергеевна. Я тут несу огромные убытки, вы хоть знаете, сколько один танк стоит в наше время? Дайте мне уже закончить миссию. Извините. Алло? Да, все, отлично прошло. Сколько я вам должен? Пришлось из своих приплатить. Пару побитых легковушек, как и договаривались, 4 «Газели», автобус, 2 фуры грузовые, и еще 12 легковых для массовки. Дороже всего обошлась полиция, инспектора, а вообще круто получилось все, без единой репетиции. Хорошо. Заезжай ко мне завтра до обеда. Рассчитаемся, как договорились. Плюс накину, что добавил из своих. Понял, буду часам к 12. Ты, кстати, не заметил там где-нибудь в толпе пухленького голого мальчишку с луками и стрелами? Не видал. Если он был такой, как вы говорите, так полиция его забрала еще до меня. Я так и думал, что его на месте не окажется. Ну, всего хорошего. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling, a rat-tat-tat of my heart. Think I want it to stay.